Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу поговорить на такую тему. Научное название циркумизация, по-турецки сюннет, по-русски обрезание в Турции. В Турции всем мальчикам без исключения проводится эта процедура. Можно проводить ее прямо в роддоме после рождения ребенка, а можно делать ее попозже. Но я не, очень мало знаю людей, которые проводят эту процедуру прямо в роддоме. В основном ее делают немножечко попозже. Вообще докторы, педиатры здесь в Турции советуют делать не раньше 6 месяцев. Вообще, как по моему мнению, то его нужно делать. Я согласна с педиатрами, пока малыш маленький. И желательно, пока он не будет ходить и не трогать свою пипку, не начнет с ней играться. Это во-первых. Во-вторых, как по психологии, детки маленькие не чувствуют такую, у них нет чувства боли, как у нас. Поэтому детки, когда разбивают себе коленки, они отряхнулись, улыбнулись и побежали дальше. Поэтому я считаю, что это правильный подход. Делается эта процедура как в государственных больницах, так и в частных. А в государственных, естественно, это все по страховке и все бесплатно, так как это считается полноценная операция. После нее малыша с мамой держат одни сутки в палате. А, в связи с этой пандемией сейчас в госбольницах мы обошли, так как у меня малыш, мальчик тоже, мы обошли 4 госбольницы, и ни в одной сейчас не делают обрезания. Почему-то сейчас все по минимуму, сказали, закончится коронавирус, потом подойдете. В общем, поехали мы в частную клинику, в частных клиниках ее делают, но делают за 3500 лир. Это получается около $400. Опять же, повторюсь, так как это считается полноценной операцией, и туда же входит один день лежать в палате. Эта процедура проводится под общим наркозом. Но если вы договоритесь с доктором заранее и попросите его не усыплять малыша, а сделать местный наркоз, то, скорее всего, вы договоритесь. Как лично я считаю, я своего малыша не буду усыплять. Наркоз – это всегда не очень благополучное действие для малыша, поэтому договаривайтесь до этой процедуры. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, если у вас есть мальчик, и вы живете в Турции, как у вас прошла эта процедура, и сколько вы за нее заплатили, и как ваш малыш после нее себя чувствует. В Турции сюннет считается большим праздником, вплоть до того, что они собирают гостей, начиная от 100 человек и выше. У них это проходит как большая, огромная свадьба. Ребенка наряжают в очень красивый наряд, в белые такие, ну, выводят его на лошади, и вот так вокруг, возле людей он катается. Вот вешаются на него вот такие ленты, наверное, тоже белого цвета под цвет костюма. И на эту ленту, на булавочки или на иголочки пристегивают денежки. И здесь даже если у кого-то на данный момент сделали обрезание, и у данной семьи нет возможности сейчас провести такое огромное мероприятие, они ждут, у них накопятся денежки, но они обязательно должны сделать этот праздник для мальчика. Это, я вам даже не могу сказать, это как вот неотъемлемая часть их культуры. Каждая семья, несмотря от финансового положения, обязательно должна сделать этот праздник, сделать этот обряд после обрезания. Неважно, когда он проходил. Малыш, может быть, 2-3 года назад, 5 лет назад сделали обрезание, но им не важно. Но они ходят, даже такое поверье здесь, что если невеста выходит замуж после первой брачной ночи, если, не дай бог, жених не обрезанный, то у них будет грандиозный скандал. Расторжение брака. Врачи во всем мире также не пришли к одному мнению, хорошо это или плохо это.
Те доктора, которые за обрезание, они считают, что, во-первых, это выглядит эстетически красиво, а во-вторых, они считают, что меньше риска заболеть венерическими заболеваниями. В-третьих, они считают, что меньше риска болеть инфекционными заболеваниями мочевыводительных путей. В-четвертых, они считают, что у жены этого мужчины меньше риска заболеть раком цервикального канала. Они считают, что меньше риска заболеть раком полового члена. Те, кто против этой процедуры, врачи считают, что необрезанный мужчина, простите меня за это слово, получает в половом акте намного больше удовольствия. А врачи считают, что который вырабатывается на крайней плоти, всякого рода слизь, она защищает от инфекционных заболеваний. По моему опыту, не по моему личному, мои клиентки, много девушек и женщин, которые ко мне обращались с такой проблемой, они говорят, она говорит, я люблю своего мужа, я хочу его, говорит, но я постоянно чувствую, говорит, этот невыносимый запах. Я никого ни в коем случае не хочу обидеть, никого не хочу оскорбить, я только констатирую факты. И также врачи говорят, что у необрезанного мужчины скапливается вот это множество микроорганизмов, которые выделяют вот этот запах. Я к тому, что это еще один большой минус. Считаю лично я выросла в мусульманской стране, также после замужества я живу тоже в мусульманской стране, и эта процедура для меня тоже считается очень важной. Моему сыночку сейчас 10 месяцев, мы бы сделали ее с рождения, но на тот момент уже начался коронавирус, и, как я уже говорила, госбольницы сейчас не делают обрезания. Так мы бы сделали это уже давно. Все врачи во всем мире так и в принципе не пришли к одному мнению, нужно ли делать обрезание или не нужно. Есть. Но за всю собранную мной информацию больше, конечно, плюсов и больше врачей за, чем против. Вам была полезна эта информация, поставьте пальчики вверх и подпишитесь на мой канал.